Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвард.ua, это рубрика «Комментирую игры моих подписчиков». И сегодня у меня подписчик под псевдонимом Топ Не Один. В общем, если вы задаетесь вопросом, почему сегодня рубрика «Комментирую игры моих подписчиков» днем, все максимально просто. Бог рандома мне сегодня максимально не улыбался, он показывал мне дулю. И я сидел с грустным лицом. Ну, сколько я сделал попыток? Я сделал 3 попытки записать что-либо интересное, и у меня появилась идея записать билд, который в двойном режиме неплохо работает. Это чернокнижники плюс духи через керри алхимика. Хотел попробовать записать такую каточку, но, к сожалению, у меня не получилось. Поэтому сегодня мы будем комментировать данного подписчика в 12 часов, потому что каточка должна быть максимально интересной, спойлерить я ее не буду. Они мне написали, соответственно, я уже примерно понимаю, что здесь будет происходить. Но сделаю не такой вам небольшой спойлер, чтобы вам было намного интереснее смотреть этот ролик. Это то, что здесь будет самый необычный керри, не знаю, в игре в целом. Такого, я думаю, вы не ожидали. Я и сам, в принципе, такого не ожидал. Хотя у меня идея такая когда-то была, но она такая смутная. Короче, ребят, усаживайтесь поудобнее. Всем приятного просмотра, соответственно, приятного аппетита, приятных снов и, соответственно, хорошего вам вечера. Керри Марс. Вдумались, да? Звучит абсурдно, но в этой каточке будет именно этот керри. Поэтому посмотрим, как он будет его реализовывать и насколько это будет интересно. Мне на самом деле очень интересно посмотреть, что же это все-таки будет и что здесь конкретно будет происходить. Первое, что я представляю, это собрать синергию духов полную и, соответственно, поставить 4 бога, чтобы Марс намного чаще кастовал свою способность. Ему тут идет вообще невменяемо. Щиток, кстати, можно будет взять. Но не захотел. Он, наверное, хотел найти медальон 2-го тира, чтобы у него был какой-никакой, но возврат урона плюс броня. Ну, по крайней мере, я так это подозреваю. В общем, там Марса в каком-то патче бафали, и он неплохо поглощает урон спереди и сбоку. То есть там повысили ему намного, ну, прям такие внушительные цифры. Соберет раннего Марса в 3 звезды, соберет себе 6 духов, поставит себе либо каких-то чернокнижников на отхил, либо же будет у него маска 5-го тира на отхил. То есть посмотрим. Посмотрим, как он будет это делать. Но, возможно, он поставит, скорее всего, себе 4 бога, чтобы у него Марс намного чаще кастовал свою способность. Потому что если он будет очень редко кастовать свою способность, то дамага будет, ну, вы сами понимаете, сколько, да? Да. 23 хп у резака осталось. Не у резака, забыл. Это кастрюля. Это не резак, это кастрюля. Вот. В самом деле звучит интересно. Марс керри. Максимально необычно и интересно. Баф гоблинов он не хочет поставить, судя по всему. Я бы на его месте, наверное, баф гоблинов поставил, нежели был с 2 кастрюлями. А еще бы лучше, я бы взял, наверное, уровень, вышел бы в 5-й. Да, я бы потерял там шанс выпадения фигур на 1-го тира. Но я думаю, это не особо критично. Зато будет баф гоблинов, который будет помогать мне в целом по игре. Но он решил, я так понимаю, сыграть на экономику. Может быть, на следующем раунде возьмет, соответственно, себе 5-й уровень. А может, вообще не будет брать уровень, будет идти в экономику максимально, чтобы потом наролить себе Марса в 3 звезды. Когда он наролит себе Марса в 3 звезды, он дальше, наверное, будет выходить в 4 бога и что-нибудь будет докидывать. Но я на самом деле думаю, что это будет все-таки духи. 6 духов, в принципе, неплохо смотрится под такого Марса, потому что там, когда вы собираете 6 духов, там, когда срабатывает окаменение, когда вас бьют, ну, когда вы бьете, соответственно, ну, точнее, вы поняли, короче, когда бьют эту фигуру, есть вероятность, что сработает окаменение. И там будет наноситься 20% от максимального хп вражеской фигуры чистого урона. Это сильно. По окончанию, соответственно, окаменению, либо же нанесет 2 удара, и, соответственно, синергия духов сработает. Синергия духов прикольная. Под Марса, я думаю, это отлично будет смотреться. Минусы у Марса. Щит Марса, точнее его пассивка, она понижает только физический урон. То есть чистый урон и магический урон щит не понижает. Ну, не знаю, почему так они сделали. Я бы на самом деле сделал, что все виды урона понижались бы в щит Марса. Это было бы прикольно. Ну, можно было бы чистый не трогать, а вот все остальные виды урона я бы поставил бы, чтобы оно понижало. Но они решили так. Ну, решили и решили.
Давайте будем наслаждаться. Хочу напомнить, ребят, что мне нужна ваша поддержка, чтобы достичь 5000 подписчиков. Поэтому, если ты еще не поставил свой лайк, обязательно его поставь. И если ты хочешь, чтобы я прокомментировал твою игру, то в комментариях будет закрепленное сообщение с ссылкой на запись в моем телеграм-канале, где я все подробно объясняю, что нужно для этого сделать. И, соответственно, когда ты перешел на мой телеграм-канал, ты на него уже подписался, потому что там я пишу по обновлениям этой игры, когда у меня стримы, веду свой небольшой личный блог, и самое главное, там есть чат комьюнити. Ну и, соответственно, раз ты подписался на мой телеграм, то и на YouTube не забудь подписаться, потому что 5000 подписчиков это небольшая вроде бы сумма, но для игры авточес довольно-таки увесистая сумма. Все-таки взял себе 5 уровень, дождался 4 опыта и взял 5 уровень. Ну а почему ты баф гоблинов не поставишь? У тебя ж, ну, какой-то никакой хп реге... А, все, понял. Ну, это миндальная связь, ребята. Это миндальная связь. В целом у него ситуация неплохая. У него 22 монетки. Прикиньте, хп его потерял. 22 монетки. 97 хп. В принципе, все шикарно, все прекрасно. Там есть реликвия жезл Киры. Было бы идеально, если бы она ему упала. Он бы тогда себе мог найти ранние трехзвездочные фигуры, и было бы вообще все шикарно. Знаете, наверное, в чем минус реализации Марса? Ну, во-первых, естественно, есть какой-то никакой, но Doom, который может накинуться на Марса, и Марс, соответственно, не будет ни от чего хилиться. И это будет жестко, потому что, ну, вы сами прекрасно понимаете. Марс и так, ну, не слишком лютая синергия, фигура. И там еще, кстати, собирается инсектоид, и если будет жесткий инсектоид, то этот Марс может получить в табло. Ну ладно, давайте подумаем, какие предметы необходимы вот для такого керри Марса. Обязательно маска 5 тира. Ну, в текущем патче маска 5 тира обязательно для Марса. В новом же патче уже маска 5 тира не будет работать на Марса. И, хотя не, может и будет работать на синергию духов. Там же теперь все предметы, которые дают отхил, они не работают на умение. Ну, то есть, получается, на синергию духов маска 5 тира будет работать. Если я правильно понимаю. Это нужно проверить. Честно, как-то не обратил внимания на этот момент. Но если кто-то обратил внимание на этот момент, то, соответственно, напишите в комментариях. Так ли это? Работает ли маска 5 тира и тому подобное на активацию синергии? То есть, допустим, вы играете на духах, да, или на воинах. У вас есть маска 5 тира, когда вас бьют, и, соответственно, эта маска вас хилит. В общем, напишите на этот счет в комментариях. В общем, тут уже две противные синергии я вижу. Во-первых, это синергия кунг-фу. И, во-вторых, это инсектоиды, мои любимые. Ну, как и многих, естественно. Ой-ой-ой. Боже, на самом деле, я так рад этому патчу, который выпустили недавно. Инсектоидов поднерфили. Антимага и Манки Кинга занерфили. Боже, шикарно. Вот шикарно и все. Не передать словами. Да, антимаг все равно сильная фигура осталась в патче, но ее хотя бы намного проще стало контрить. Это прям отличные новости. Вот согласитесь. О, наконец-то. Гоблин-мех пришел. Не, ну это я считаю камбэк. Сейчас бесплатные роллы и поехали. Будет ли он выходить в 50 монет плюс или не будет? Вот в чем вопрос. Кстати, напоминаю, кто вдруг не знает, может кто-то новенький на канале сейчас, что я выпускаю по 2 ролика в день, один в 12 часов и один в 6 часов вечера. Обычно в 12 часов выходит моя игра, как я играю, все такое. Короче, вы поняли, да? А в 6 часов выходит рубрика. Это так, маленькое, небольшое напоминание. Ну что, держим за него кулачки. Что ему сейчас упадет? Давай, жезл Киры. Жезл Киры. Жезл Киры, кровь из носа необходим. И перчатка, кстати, отлично будет ему смотреться. Чтобы призывы хавать. Ну давай, давай. Жезл Киры. Немного не повезло. Немного не повезло. Угу. Идет в уровень. То есть он не хочет целенаправленно сейчас собрать Марса в 3 звезды раннего.
Он идет в уровень и будет от этого уже отталкиваться. Кстати, я совершенно забыл, можно же поставить себе синергию воинов. Под такого Марса тоже будет неплохо синергия воинов смотреться. Прикинь, у меня из головы вылетело, что он же этот. Он же воин. 2 жриц он брать не хочет. Но если соберет в 2 звезды, то в принципе сильно будет, но не хочет. Ну не хочет и не хочет. Его выбор. Как же ему больно. Но там у его противников сильные столы. Вот этот вот паренек к нему пришел, у него Абаддон в 2 звезды. Сильно. О, боже, как тебе хорошо Марс идет. Это ж прикиньте, насколько звезды на небе сошлись, что ему так отлично Марс идет. У меня аж кошка на стол залазит, прикиньте. Ну и что ты хочешь, Булка? Что ты хочешь? Ты поздороваться хочешь со всеми? Ну давай, иди сюда, сейчас поздороваешься со всеми. Иди, иди. Смотрите красоту, смотрите. Опа! Давай, помаши лапкой. Все, давай, иди отдыхай. Сейчас я ее на пол положу. Вот. А то она сейчас в такой период пошла, что линяет. И мне бы не хотелось, чтобы у меня весь стол был в кошачьей шерсти. Ничего против не имею. Но мне потом стол отдирать. Ну, не стол, а коврик. Компьютерный коврик. Так. Выиграл раунд. Задушил морально. Я думаю, его противников ждет шок. А вот, кстати, мне вот интересно. Топ-не. Напиши в комментарии, какой ты билд все-таки думал собрать. Знаете, что я сейчас еще подумал? А, ему места не хватит. Ему не хватит места, к сожалению. В общем, я подумал только что о том, что он мог бы найти мантию короля и поставить 6 духов. Но ему места не хватит. Да получается, сколько ему надо фигур? Минимум 5 духов. 2 волшебника это 7, 8 Марс. Ну да, ему надо 12 уровень тогда. Тогда это не то, не то. Но меня бесит инсектоид уже. Очень бесит. Плюс одна монетка. Рукавичка работает, отлично. Я надеюсь, этот инсектоид вымрет. Кстати, кто не смотрел обзор патча баланса, то я рекомендую его посмотреть. Там я много информации вкинул по нему. И подробно объяснил, что к чему. Поэтому давайте, не стесняйтесь. Надеюсь, ему с предметами повезет. Ну, кстати, инсектоида он здесь вынес. Плюс бесплатный ролл получил. Вообще прекрасно. Да у него вообще ситуация идеальная. Обалдеть! Раннего Марса в 3 звезды собрал. Вот это я понимаю фарт. Вот это я понимаю 10 из 10. Еще и Хускара в 2 звезды собрал. Ну тут, походу, воины будут. Обалдеть, как ему идет. Ну, кстати, ему надо будет найти Дума, если он хочет поставить синергию воинов ранних. Без Дума он не сможет поставить себе ранних воинов через волшебников. Потому что Марс является же богом. И если он найдет Рубика, то, соответственно, будет работать синергия богов. Отлично. Хускар затащил. Марс впитал, Хускар набил лицо. Интересно. А почему уровень не берешь? Тебе ж минимум 7 уровень понадобится. Ну, либо тебе упадет условно Doom. Тогда тебе 7 уровень не понадобится. Надеяться, что вот эти вот 5% сыграют свою роль, и ему упадет Doom. Очень на это надеяться. Я прям уверен в этом.
Самое главное, чтобы ему предметы пришли необходимые, и желательно с первого раза. Потому что если предметы с первого раза не придут ему, которые нужны, то его идея с Керри Марсом провалится с треском. Будет такая жидкая игра. Упс! Походу от мобов откис. Ну ничего, бывает. Самое главное на 10-м раунде сейчас не откисать. Это самое главное. Ой, какие не очень предметы. Ой-ой-ой, не, ну под Хускара на самом деле хороший предмет. Бусы? Хм. А почему ты искал предмет 3-го тира? Я бы на твоем месте, наверное, искал предметы 5-го тира. Джаггернаут, кстати, плюс 150 хп. Возьмешь? Возьмешь. Кастрюля в 2 звезды, отлично. Ох уж эти 5% на фиолетовую фигуру. Да не прокачан у тебя скилл, не прокачан. Ни Леон, ни Дум тебе пока не придет. Тебе надо взять уровень. Возьмешь уровень, тогда все придет как надо. Минер? Обалдеть. Какой уровень? 6-й? Минер упал с панды. Вот это я понимаю скиллуху у паренька. Сильно. Поставить 9 воинов, он здесь будет себя чувствовать отлично. Как рыба в воде. Потому что Минка ж бьет физическим уроном. А как раз у него будет баф воинов. И очень много поглощения физического урона. А вот мне, кстати, интересно. Минка, она же бьет физическим уроном, правильно? Правильно. Щит Марса работает против этой мины? Пассивная вот эта вот способность его. Если работает, то прекрасно. Если не работает, то такое себе. Надо уровень идти. Да, красавчик. Красавчик, что идешь в уровень. 5% это, конечно, тебе не минера доставать с панды. Не, ну если бы там, знаешь, ты подкачался бы, сходил бы в качалочку, прокачал свой скилл, тогда бы тебе бы и с 2% шанса на фиолетовую фигуру падал бы и Дум, и Леон, и все, что ты хочешь. И яхта бы тебе переписалась от кого-то. Так, здесь синергия эльфов собралась. Ай-яй-яй. Больно? Или не больно? Не, не больно. На мгновение у меня было сомнение, что сейчас он откиснет. Не, ну Марс такой плотный. Реально воинов поставят, то его вряд ли кто сможет пробить. Ну, пока, естественно, Дума там не найдут. Дум полетит в Марс, Марс не будет отхиливаться, и все. И финита ля комедия. Угу. Давай, чуть-чуть уровня. Отлично. О, любимый инсектоид. Ну вот, кстати, если парень с минером сможет собрать себе ранних 6 мехов, то он вырвется в фавориты. Но так как у него там осталось 8 монет всего лишь, чувствую, что он не вырвется в фавориты. Даже близко. На, щитом чисто. Хорошо Марс впитывает. Отлично. У его противника там хаотичный договор. Если бы у него не было хаотичного договора, то, соответственно... он бы и винстрик забрал. Так, выставляет волшебников, ставит себе 9 воинов. Отлично. Сейчас будет очень плотным. Ему бы, конечно, Дума найти. В идеале. Найдет Дума, жизнь будет медом. Напоминаю, что синергия воинов работает только на истинных воинов. Ни на кого другого больше. Потому что я часто замечаю в играх,
что собирает там какого-то танка Трента. И все это под воинами. Вайпера. Ну, Вайпер уже... Ну, уже нигде не появится, скорее всего. Потому что отхила с предметов нету. Только придется ставить синергию чернокнижников. А что такое синергия чернокнижников? Ну, я думаю, вы сами прекрасно понимаете. Если раньше ты мог закирить Вайпера в 3 звезды, взять ему маску 5-го тира, посох 3-го тира и нормально наваливать движа, то есть сейчас так не прокатит. Боже, как хорошо ему идет Хускара. Я аж немного завидую. Кстати, напиши в комментариях, сколько попыток ты потратил для того, чтобы записать керри Марса. Ну, вот чтобы все прекрасно понимали всю картину. Если будет он играть дальше через воинов, то ему нужно найти будет Кирасу. Либо желательно щит 5-го тира. А лучше и то, и то. Ну и маску 5-го тира в идеале. В моменте буссы могут ему не помочь. Кто не знает, как работает пассивка Марса, то смотрите, когда вы находитесь перед его лицом, то есть перед его щитом, то, соответственно, там максимальное поглощение будет. Там, по-моему, 60% или 65%. Точно не помню, не буду утверждать. Но что-то типа около того. Кстати, заметьте сейчас момент. Он сделал такую небольшую фичу. Он активировал кабанов до начала следующего раунда. И, соответственно, некоторые кабаны у него были двухзвездочные. Ой, двухзвездочные. Двухмонетные. Отлично. Дум пришел. А вот кунку некуда закинуть. Собаку продал. Шикарно. Я бы тоже собаку продал. Мне намного больше нравится кунка, нежели собака. Как-никак, это огромный стан по области. Плюс магический урон. В общем, приятный герой. И, кстати, давайте обратим внимание, у него 81 хп, он вырвался в топ-1 по хп. Пока все прекрасно. Тьфу-тьфу-тьфу. Так я же не договорил по поводу пассивной способности Марса. Перед лицом максимальное поглощение физического урона, и по бокам есть немного поглощения. Точные цифры я не помню, но если что, откройте героя, почитайте, соответственно, его пассивную способность. Много поглощает физического урона, но только физического, кстати. А вот и минер. А от минера урона нету. Потому что у него синергия воинов. Когда меньше 50% хп будет, там еще меньше урона будет. Марс, ну повернись к мине. Мне очень хотелось посмотреть, когда он повернется к мине. Какое у него будет там поглощение. Кстати, а парень там-то поставил 6 мехов, 6 гоблинов. Сильно. Сильно. Ну, как по мне, тебе надо идти в уровень. Пускар. Отлично. Да. Не, ну кабаны нормально у него-то капаются. У тебя и на 8 уровне будет шанс 35%, насколько я правильно помню. А вот на 9 уже будет намного меньше, поэтому я бы брал уровень. Но там печальные новости. Там синергия кунг-фу собирается. А синергия кунг-фу, это будет больно. Но это смотрится весело. Может, уровень? Ты кому душу продал? За то, чтобы тебе вот так вот фигуры шли. Да, заметил, да? Это будет больно. Это, наверное... Хотя там есть еще и зверь. В общем, у тебя есть два жестких противника. Один играет на зверях, а второй играет на кунг-фу. Так что тут печальные новости появляются. Очень печальные. Синергия кунг-фу будет больно пробивать. Я думаю, вы даже с ним 1 на 1 останетесь.
Но, будем откровенно честными, ему немного не повезло по предметам. Хотя, на самом деле, шар бездны — это хороший предмет. Очень даже хороший предмет. Почему? Потому что если бы там нарисовались маги, то у него был бы шар бездны, который бы его защитил. Но из-за того, что сейчас вот такая вот мета, не очень приятная. Маги вообще полный отстой. Играть на магах — это то же самое, что как какая-то пытка, что ли. На магах ты играешь только в том случае, если тебе нереально они идут. Во всех остальных случаях ты на магах играть не можешь. Элементарно все просто. Играешь ты на магах, тебе буквально немного не повезет по предметам, и все. Вот, допустим, тебе посох третьего тира упадет не с первого раза, а с третьего. И все. И все. И у тебя уже из глаз идут слезы от того, что ты не можешь никого дамажить. Без посоха третьего тира маги вообще не дамажат. Ой, как ему больно. Ой-ой-ой-ой-ой. Хочет все-таки найти себе Хускара. Яйцо. Прекрасно. Да. Хорошие у него ранние фигуры. За мобов сейчас должен получить деньги. Ну ладно. По итогу осталось у него всего лишь 3 кабана. Продал он свою свиноферму. Так, ну что, пора идти в уровень. Ты уже такой плотненький. Теперь нужно только идти в уровень. В самом деле, если ему сейчас упадет щит третьего тира, то это будет тоже неплохой такой артефакт. Потому что щит третьего тира, он дает броню как тебе, и при активации, соответственно, еще и в радиусе накидывают броню, ну и тебе, соответственно, тоже. И плюс дает поглощение определенного количества урона, там я не помню сколько. Еще, кстати, безумная маска упала, вдвойне прекрасно. Ай-яй-яй. Минус броню возьми. А почему не взял минус броню? У тебя же есть дезолятор. И с предметом первого тира у тебя было бы вообще все прекрасно. Я понимаю, что ты хотел найти себе броню первого тира, но все же. Минус 18 брони стычки. Это сильно. Да надо в уровень идти. Тяжело тебе здесь будет. Так, надо инсектоид, чтобы вылетел. А ну-ка, постарайтесь там все вместе. Инсектоид должен вылететь. Гоблину меху там, судя по всему, не повезло. Но у гоблина меха еще есть все шансы. Буквально 1-2 раунда он выиграет. Придут ему хорошие легендарные фигуры. И будет ой как больно. Так, инсектоид, здорово. Дума у него нету. Но знаете, в чем минус? Дум есть от топ-1. И это плохо. Это плохо, потому что сейчас Дум умрет, и орк-жрец будет суммонить Дума. А будет суммонить Дума, это, соответственно, будет накидываться Дум на его фигуры. И это будет уже печалька. Надо убить. Убить орка-жреца. Засуммонился Скорпион. Отлично. Мишаня засуммонился. Мишаня не справился. Как же Марс хорошо поглощает, обратите внимание. 0 урона по Марсу. 0. Там, кстати, есть статистика щиточек. Можно посмотреть, сколько там кто затанчил урона. Еще один Дум. Ну, в уровень не хочет идти. Странно, ну ладно. Да, потерпи немного. Не трогай этих кабанчиков. 6 зверей там сильные. Ну, из плюсов. Там нету некромикона. Поэтому... Хотя все равно больно будет. Даже без некромикона.
Все без денег сидят. Один он в деньгах сидит, и эльф в деньгах сидит. Сильно. Гоблин мех уже перестроился в богов горна. А это синергия кунг-фу. Сейчас выживет или нет? Выжил. Отлично. Прекрасно. 2 хп у него осталось. Надо выкинуть его из игры. Его и инсектоида. И желательно зверя. И игра пойдет у него как по маслу. О, щит 5-го тира. Я думаю, эльф в конечном итоге тоже может перестроиться в синергию кунг-фу, чтобы спокойно пробивать воина. Да даже не так. Он может сделать себе синергию кунг-фу, поставить еще сверху ведьмаков и пробивать воина, будь здоров. Пассивная способность Марса не будет работать. Не будет поглощать ничего, потому что она поглощает только физический урон. А так, как ты соберешь ведьмаков, у тебя все станут бить чистым уроном с руки. Поэтому там еще и синергия кунг-фу будет срабатывать. В общем, больно будет. Как же рыцари страдают. Да, рыцари, жизнь — это боль. Ну, не знаю, как по мне, зря ты сейчас рулишь. Надо было идти в уровень. Да. 3 рога войны. Ой, там жесткий суммон. Этому зверю сейчас не хватает только Некромикон и рефрешер. 2 этих предмета и все. Все его сейчас проверяют, что у него тут такого интересного. Открывает, смотрит, а у него Марс 3 звезд стоит. Все, давай. Топни. Иди в уровень уже, наконец-то. Инсектоид, здорово, как дела? Как жизнь? Все хорошо? Живем, живем, живем. 12 хп у инсектоида. Там орк-жрец живет. Надо вынести. Впитуй, 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 молодой, впитуй. Лицом к ним повернулся. Отлично. Хорош. Красава, Марс. 3 хп у него осталось. Логи урона видели? Видели, сколько Марс нанес урона? О, наконец-то. Все. Ну все, ты упакованный. Поехали в уровень. Все, прекрасно. Все. Идем в уровень. Там просто, когда он возьмет уровень, он может поставить себе духа 5 легендарного. Кунка у него есть. Дум у него есть. Триггер, соответственно, у него есть. Как же можно еще попробовать Марса реализовать? А ну-ка, накидайте в комментариях свои идеи. Как вы видите Марса в каких-то других билдах? У меня что-то горло пересохло, сейчас воды попью. А то, я думаю, вы конечную мою фразу слышали, я там немного сбуксовал. Что там по реликвиям? Ой, хорошо. Божественная вода. Предметы, конечно, падают ему. Дай бог каждому.
На самом деле, предыдущий раунд ему Марс затащил. Если бы не этот Марс, было бы больно. Давай посмотрим реликвию. О. Ну, хаотичный договор это, конечно, хорошо. Но только если твои противники доживут до 40-го раунда, получается. Зверь огромный. Я его негодование немного понимаю. Я вообще отлично его понимаю. Живи. У него что там, маска 5-го тира? Почему он не умирает? Нет, маски 5-го тира у него нету, но у него есть бусы 3-го тира. И что, этого действительно достаточно? Нет, недостаточно. Хорошо. Дум отлично сработал. Дум закинулся в Марсе. Вообще идеально. А сейчас Дум кидается на иллюзии. Давай, Дум в Трента. Ну в какого Марса ты кинул свой Дум? Ай, ладно. Этому эльфу нужно перестроиться в 4 кунг-фу плюс 4 ведьмака. Тогда у этого эльфа будут шансы. Но... скорее всего, мы этого не увидим. Хотя... надежда умирает последней, поэтому может быть мы здесь все и увидим. А, все, ставит, смотрите. Додумался. Додумался ставить синергию кунг-фу. Давай, тебе нужен щит 5-го тира. Вообще идеально. Щит 5-го тира бери. Да, оба предмета шикарные. Но щит 5-го тира прям намного красивее смотрится. Особенно, когда будет против тебя синергия кунг-фу. Это прям то, что доктор прописал. Прикиньте, он зверя вынес, походу. Прикиньте. Обалдеть. Обалдеть. Что происходит? Я в шоке. Вот это, конечно, да. Но я, как и говорил, он останется с эльфом 1 на 1. Развернись лицом. Развернись лицом! Быстрее, Марс! Да, кстати. Драконий рог упал вообще прекрасно. Все, он остался с молодым, уважаемым 1 на 1. Но против кунг-фу будет очень тяжело. Особенно, если он поставит 4 ведьмака. Воины здесь ничего не смогут сделать. Если там еще Марси найдет более-менее отличные предметы. Да даже на самом деле Марси находит на 35-м раунде себе перчатку 4-го тира и все. Кстати, хороший у него билд. 3 волшебника стоит. Но это по моей школе. По всей видимости, у меня уроки брал. Моя школа. Я тоже люблю часто посидеть с 3 волшебниками, когда выставил полностью всю свою синергию. Уважаю таких. Если что, преподаю уроки. Недорого. Кто так же само, как и я,
забывает иногда убирать третьего волшебника. И сидеть в 3 волшебника очень долго. Я часто такое практикую. Очень часто. В самом деле, играть против синергии кунг-фу — это реально рулетка какое-то. Реально рулетка, потому что вот сейчас, смотрите, пару тычек сработает, пару раз кунг-фу сработает, и все, он умирает. Но тут, кстати, Марси умерла, но есть еще МК. Отлично, все. Вообще идеально. Ой, Рубик Дум стырил. Ай-яй, смотрите, как его не пробивают. На самом деле, ему найти нужно будет предмет 4-го тира, кольцо, которое дает 120 поглощения. Его Марса никто вообще пробивать не сможет. 120 урона — это слишком сильно много поглощения. Если оно ему сейчас упадет, будет прекрасно. Буйвол! Топ-не. Ты теперь не топ-не. Ты теперь буйвол. Топ-не, но это все моя школа. Оставить себе 3 волшебника и сидеть в 3 волшебниках. На самом деле, он просто панику поймал. И поэтому он такой думает, что же мне еще сделать? Что же мне такое изобрести? Хочу новый велосипед. Как это провернуть все? В самом деле решение простое. Либо же сейчас ему упадет перчатка 4-го тира. Кстати, а может синергию кунг-фу? Не хочешь попробовать? Аж мантия есть. Жалко. А я бы на твоем месте все-таки попробовал бы синергию кунг-фу поставить на всякий случай. Хотя, чем ты будешь убивать? У тебя только щит 5-го тира, по сути, есть. Не, ну смотрите. Тебе ж упала мантия. А, ну я, да, там места не хватит ему. Ладно, забейте, все. Все, забейте. Я снова хотел предложить идею. Это поставить 4 кунг-фу и 6 духов. Потом вспоминаю, что там места ему точно не хватит. Уп, а поставить никого не можешь. Обидно. Надо посмотреть, что там Марси нашла. Потому что если там Марси нашла перчатку 4-го тира, то ты слишком быстро поспешил с предметом. А он нашел перчатку 4-го тира. Поспешил ты, поспешил. Надо было сначала просмотреть его предметы, какие ему упадут. И после этого уже выбирать свои предметы. Поспешил. Я так понимаю, в этот момент ты такой думаешь... Эх, это моя катка. А после этого ты понимаешь, что все грустно и печально. Но единственный момент, как ты можешь попробовать его законтрить, это только поставить синергию духов. И все. А больше ничего даже придумать. Не, на самом деле... Хотя нет. Даже если придет берсерк, он может поставить себе 4 кунг-фу, 6 эльфов. И тогда нужны будут другие предметы. То есть у него уже предметы неподходящие против этой Марси. Но скажу так. Тут уже как бы в 90% все понятно. Молодой через Марси возьмет топ-1. Но хочу сказать сразу. Катка обалденная. Как бы к гадалке не ходи, катка обалденная. Может, Гримтача оставил бы вместо... Ну ладно. Не захотел, так не захотел. О, духов покупает. Ну, сидеть на войнах уже... Ну, уже все. Возможно, тебе стоит драконий рог закинуть в Дума. Может, Дум закастит драконий рог в Марсе. Фу, драконий рог. Дум закастит свой Дум в Марсе. Есть еще такой вариант. 30% от максимального хп вражеской фигуры. Это сильно. Давай щит 5-го тира. Ну,
Верни пару ваншотов. Видимо, не сегодня. Но сложно в его ситуации придумать что-либо другое. Но дерется до конца. Не сдается. За это лайк. Да, от воинов уже смысла особо нету. Селедку продай. О, перекинул драконий рог в Дума. Селедку продай. Ну, ладно. Немного морских поставил, но на самом деле от морских проку 0. Там же Марси бьет с руки, а не магией. О, отлично! Дум Марси прилетел. 10 из 10. И еще раз. Боже, как шикарно. Если Дум сейчас будет постоянно так прилетать, то все. Но, как мы это прекрасно знаем, по закону подлости сейчас Дум начнет кастовать куда угодно, но не в Марсе. Проверяйте, проверяйте мои слова, сейчас так оно и будет. А вот что ему за предмет 5-го тира найти? Чел до сих пор играет на 3 волшебниках. Но это все моя школа, ребята. Это все моя школа. Горжусь своими учениками. И своими последователями. Будет классно, если топ-не сейчас упадет призма. Закинет в Дума. Намного чаще будет каститься, соответственно, Дум. Ой, чаще. Ну, вы поняли. По 2 целям, и намного больше будет шансов, что Дум будет прилетать еще и в Марсе. Ну, из 5-го тира ему бы маску 5-го тира найти, хотя она ему не особо и поможет, эта маска. Дух 5 пришел, боже. Как хорошо. Держим за него кулачки. Призма. Но только маска. Тут ничего больше не придумаешь. Только маска и только маска. Не, возможно. И был бы у него дух 5 легендарный в 2 звезды, ему упал бы, допустим, условно, посох 3-го тира и агоним, то можно было бы попробовать эти предметы закинуть в духа 5 легендарного. Кстати, зря ты не паролил 26 монет. Может быть, удалось бы найти усиление. Дум прекрасно прилетает сейчас в Марсе. Шедеврально. Давай. Дум не прилетел в этот раз, прикиньте. Ну, в этот раз не фарта... Давай. Надо поискать духа 5. Реликвию активируй. Хоть чуть-чуть на хп можешь поднять себе. Реликвию. Забыл. Поздно вспомнил. Ну ладно. Плевать. Держим кулаки за него. Держим за него кулаки. Легендарный дух, приди. Варлока вместо Хускара, в принципе, можно было бы. Ну ладно. Что такое? Может и не поможет. А дух 5 не идет вообще. Да. Нужен легендарный дух. Если сейчас все будет так
как было в предыдущем раунде, то он выиграет. Ну-ка. Отлично. Дум в Марсе полетел. Живем, живем, живем. Ну, ну, ну. Нет. Ой-яй-яй, боже, ну это синергия кунг-фу. Это синергия кунг-фу. 2 ваншота. 2 удара, 2 ваншота. Правый коронный, левый похоронный получился. Блин, ну... Очень классная игра. Очень классная. Самый необычный керри, самый неожиданный. О таком мы даже и не думали. Добавить мне, в принципе, нечего. Обалденная игра получилась. Очень эмоциональная. Единственное, что, наверное, хочу добавить, это то, что, наверное, тебе стоило все-таки намного раньше выходить в уровень и уже намного раньше там искать себе легендарные фигуры по типу Духа Пятерки. Но это как по мне. Ну, возможно, еще бы он мог, знаете, как сделать? Когда ему упала мантия короля, мог попробовать себе поставить синергию кунг-фу и немного воинов. Можно так было бы попробовать это все провернуть. Но пареньку, который играл на эльфах, ему нереально фартануло с перчаткой 4-го тира, как раз против его воинов. Но игра была на тоненького. Вот прям на грани. Шанс у него был победить. Был прям. Блин, ну классная игра, классная. Как говорится, когда смотришь игру, ты можешь подметить мелкие детали там и все такое. Рассказать о них. Подметить их. Это то, что ты мог не заметить в самой игре. Потому что ты сидишь такой думаешь, боже, какие мои следующие действия, какую синергию можно поставить, как здесь сделать, как тут провернуть все и тому подобное. Поэтому, как говорится, одна голова хорошо, две лучше. И со стороны как бы зачастую видно еще лучше. Ты можешь подчеркнуть что-то. Ну, катка обалденная. То есть, ну, мало к чему можно придереться. Я максимально доволен этой каткой. Получилось 10 из 10. Что думаете по поводу этой игры, вы напишите в комментариях. Не забудьте поддержать этот ролик своим лайком. Кто не подписан на меня, обязательно подписаться. И также у моего канала есть телеграм-канал, который закреплен в описании под видео, в комментариях под видео. И на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи.